Привет! Сегодня я приехала в Катовице. Это такой промышленный город, столица Силезского воеводства. Зачем я приехала сюда? Не знаю, просто так прогуляться, провести один день. Вообще хотелось поехать куда-то на природу, но пока достаточно холодно, деревья все в ветках, снимать ничего не получится, да и гулять особого смысла нет. От Кракова до Катовицы я приехала на поезде Интерсити. Он ехал чуть-чуть больше 1 часа, по-моему, час 10 минут. Очень быстро, очень удобно, с комфортом. Всего лишь билет стоил 15 злотых. У моего Максима карта поляка, для него билет вообще стоил 10 злотых. И вот прошел час, и мы здесь. Особенно у нас не было времени подготовиться к этой поездке, потому что решили мы сюда ехать буквально вчера утром, купили билеты и приехали. Но покажем, конечно же, Катовице. И сегодня я хочу также поднять такую тему, как синдром эмигранта. На эту тему очень много информации в интернете. С негативными ощущениями после переезда сталкивается, наверное, каждый, кто меняет страну для жизни. Я, конечно же, тоже расскажу о своих впечатлениях, о том, как синдром эмигранта проявляется конкретно у меня. Наверняка каждый эмигрант сталкивается с непреодолимым чувством тоски и грусти по родным местам, по родным, близким и родным городам. У меня, конечно же, тоже иногда возникает такое впечатление, но потом я вспоминаю, что в моем городе нет Макдональдса, масс-маркет магазинов с дешевой одеждой, классных и современных трамваев, классных современных зданий, проката самокатов и даже проката велосипедов, настоящих городских пешеходных улиц, длина которых составляет больше 50 метров. Хотя бы немножечко красивых зданий. Конечно, я перечислила не самое главное в жизни вещи, но они улучшают качество жизни до такой степени, что домой хочется в разы меньше. В интернете гуглятся десятки статей о том, как люди описывают свой опыт иммиграции негативный, когда они испытывают какие-то определенные переживания и даже впадают в депрессии иногда. И статьи можно нагуглить от различных психологов, которые тоже рассуждают на тему того, какие этапы этого пресловутого синдрома иммигранта и с чем сталкиваются люди, которые переезжают в другую страну. Я, конечно же, часть этих статей прочитала и скажу так, что не могу на себя примерить 100% ни одну из них. Некоторые даже расписывают поэтапно, например, там сначала у вас синдром эйфории, синдром туриста, а потом в конце у вас там какая-то апатия, в общем, какие-то очень сложные термины, я их сейчас даже не вспомню, но я их, опять же, не могу применить на себя. С чем я точно могу согласиться, так это с данными Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что по уровню стресса, который человек испытывает, когда переезжает куда-то, это максимальный уровень, соответствующий 100 баллам в их какой-то классификации, и точно такой же стресс человек получает, когда он переживает смерть близкого человека. Я живу в Польше уже 6 месяцев. Я либо уже прошла ту стадию депрессии, апатии и самую плохую стадию, которую проходят иммигранты, либо я до нее еще не дошла. Но сейчас расскажу, как это было у меня. Моя эйфория от переезда сменилась на очень какие-то переживательные эмоции в первый же день. Не в первый, потому что мы же 10 дней сидели на карантине и вообще никуда не выходили, но в первый день, когда мы начали иметь возможность выходить на улицу. Мне было страшно абсолютно все. Было страшно ходить по улице, переходить дорогу, заходить в магазины незнакомые, в которых ты никогда не был. Почему? Потому что ты не понимаешь, как все работает. Сейчас, конечно, спустя время я понимаю, что все работает точно так же, но в те дни мне казалось, что правила какие-то совсем другие, я их не знаю, и не знаю, как мне быть. Также мне казалось, что я выдаю себя как иностранка, и все местные смотрят на меня как на иностранку и там чуть ли не тыкают пальцами и фукают. Конечно же, никто такого не делал, ни с каким таким отношением я по отношению к себе не сталкивалась, но мне так казалось. Было очень неуютно, и я чувствовала себя абсолютно не в своей тарелке. Сложность вызывала все. Зайти в аптеку, купить перекись водорода. Вот вы знаете, как называется перекись водорода? Вот и я не знаю. Зайти в магазин, да, ты видишь какой-то продукт, его название, и ты не понимаешь, что это такое. Или ты заходишь в Бедронку, приходишь на кассу самообслуживания, там же они вечно тупят, и там то у тебя вес неправильный, то алкоголь нужно пробить тебе, подтверждение, нужно от кассира, что тебе есть 18. И подходит кассир, он к тебе что-то говорит, а ты там не понимаешь, или тебе нужно что-то отвечать. Это очень высокий уровень стресса, все вызывает, все абсолютно элементарные вещи.
вещи, с которыми ты сталкиваешься каждый день. Элементарная покупка билета на автобус — это просто какое-то гигантское количество усилий. Конечно, через несколько итераций, когда ты это сделал несколько раз, все проходит, ты ко всему привыкаешь. Но первое время мне было безумно тяжело. И еще я наблюдала за собой такое очень гнетущее чувство, что здесь никого нет, что здесь мы одни, что у нас нет друзей, родственников. Хотя мы с Максимом, моим мужем, жили 2 года перед этим в Харькове, где у нас вообще никого не было. И нам было норм. Со временем, конечно, недостаток друзей и общения компенсировался, заполнился, я бы сказала. В Краков приехала вскоре Максима мама, она тут и жила, в принципе, поэтому у нас в Харькове не было семьи, а теперь у нас есть хотя бы одна мама. И благодаря Инстаграму, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, я там вот про Катовицы, видео будет не так много про город, но там я сделаю сохраненные. В историях будет очень намного больше про Катовицы, моих мыслей и того, что я здесь увидела. Так вот, благодаря Инстаграму я познакомилась с прекрасными людьми. И, честно говоря, у меня сейчас здесь друзей немного, но по сути больше, чем у меня их было в Харькове. Вот. Мы сейчас, кстати, находимся возле выставочного центра. Это такое большое красивое здание из таких кирпичиков. Сзади там какие-то советские здания. Еще здесь есть лабиринт, возле которого мы должны были бы снимать. Но лабиринт пока не в листьях. Мы почему-то думали, что там какие-то вечно зеленые растения. И еще здесь вот так мило цветут деревья. Строится Вежовец. Короче, как-то так. Конечно же, наличие друзей никаким образом не помогает выучить язык. А язык — это очень большая проблема, он вам нужен везде. Я завидую тем людям, у которых работа в офисе, и, либо просто на предприятии, когда они общаются с поляками и имеют возможность учить язык вместе с носителями. Они слышат язык польский, они на нем говорят. У меня такой возможности нет, я работаю дома. Кстати, по ссылке внизу вы можете перейти на мой магазин принтов, которые я делаю, я рисую, и можете их приобрести. А также вы можете помочь каналу, помочь развитию канала, помочь в покупке билетов для того, чтобы я могла съездить в другие города и показать вам их. Просто переслав деньги, задонатить мне можно, вот тоже по ссылке внизу. Я буду очень рада. Так вот, я не хожу на работу в офис, поэтому для меня очень большая проблема об изучении языка. Сейчас я записалась в языковую школу, но это, конечно же, недостаточно, но хоть что-то. Из-за того, что ты плохо знаешь язык, приходится очень многие вещи гуглить. Например, перед тем, как позвонить ветеринару, для меня это каждый раз просто бешеный выброс адреналина. Хотя это банальная запись к ветеринару. И 2 раза из 3 у меня девушка, администратор, спрашивала мое назвисько. Назвисько — это фамилия, это элементарно. Но почему-то я думала, что назвисько в тот момент... Я думала, что назвисько — это кличка моего кота. И первый раз я сказала Лютик, потом перевела на польский, сказала Яцкер, а во второй раз сказала просто Валерия, как меня зовут, а не мою фамилию. Но девушка поняла, ничего мне не сказала. Мы сейчас пришли в место, которое когда-то было действующей шахтой. Но здесь сейчас не действующая шахта, а настоящий музей из кучи зданий. Здесь на самом деле очень красиво, очень классно сделана среда. Очень приятно гулять. К сожалению, конечно же, все закрыто, потому что в Польше карантин, и музеи тоже не работают. Это очень обидно. Я очень люблю ходить по музеям, но снаружи тоже красиво, и я рекомендую всем, кто приедет в Катовицы, обязательно здесь побывать. Очень красиво, и можно красивые фотки даже сделать. Так вот, язык. Со временем, конечно, адреналин уже не такой большой выделяется, когда ты с кем-то разговариваешь или куда-то звонишь. Язык лучше узнаешь, да и переживаешь меньше. И в целом я замечаю, что многие поляки, когда понимают, что ты иностранка, не реагируют как-то плохо, а наоборот относятся к тебе более снисходительно, что-то медленнее говорят, и тебя пытаются понять. Поэтому с языком, в принципе, становится проще, но, конечно же, перед тем, как куда-то приезжать, я советую абсолютно всем учить язык настолько, насколько вы можете его выучить, на максимальном уровне, который вам доступен, который вы можете выучить. Это значительно облегчит период вашей адаптации и то, как вы себя будете чувствовать в новом месте. Так вот, как я сказала раньше, период депрессии для меня либо еще не наступил, потому что я абсолютно не чувствую себя здесь плохо, в
какой-то большой степени. Конечно, скучаю по родным, никто ко мне не может приехать, ко мне не может приехать мама, потому что границы закрыты. Но это все ерунда и мелочи, обычные житейские ситуации. В принципе, тем, что я решила эмигрировать, переехать в Польшу, я очень довольна. С другой стороны, я, конечно же, это делала очень осознанно. Я пыталась понять и продумать заранее, какие проблемы здесь могут возникнуть. Ну вот те же проблемы с языком, с друзьями. Я пыталась все это проработать, понять для себя, стоит ли оно того. Для меня стоит. Ну и, конечно же, такая подготовка очень сильно помогает на месте. Конечно, без каких-то, можно сказать, неприятных неожиданностей не обошлось. Не знаю, связано ли это с тем, что я переехала, ведь я и так жила не в своем родном городе, или связано это с тем, что я, например, завела блог в Инстаграм. Те друзья, которые у меня были, сейчас мы с ними общаемся намного меньше. Возможно, они знают все о моей жизни, потому что я веду Инстаграм, в историях все рассказываю. Не знаю, возможно, дело в том, что я переехала, но связь теряется, и я думаю, что со временем расстояние все-таки рушит у многих людей, не только у меня, все ваши социальные связи, которые были до этого. Ваш статус, если вы были кем-то в своем родном городе, в своей родной стране, у вас была какая-то должность, какой-то опыт, когда вы переезжаете за границу, часто это все никому не нужно, и вы из какой-то должности превращаетесь просто в человека, который переехал из Украины, из России или еще откуда-то. Ну и да, и самое главное, конечно же, понимать, ради чего все это. Честно говоря, я погуляла сегодня по Катовице, увидела совсем небольшую его часть, и мне кажется, что Краков для меня намного лучше город, он для меня красивее, интереснее, мне в нем больше нравится жить. Наверное, если бы я сделала свой выбор в пользу Катовицы или другого небольшого города, то мне было бы грустнее, потому что все эти плюсы, которые я получила с переездом в Кракове, все эти бонусы, они значительно превышают те негативные последствия, которые я имею. А если переезжать в какой-то небольшой город, ну, кому как, для меня просто это важно. Если плюсы не будут перевешивать, то, конечно же, вы и я бы чувствовала себя намного хуже. Короче говоря, адаптация у всех происходит абсолютно по-разному. Мне писали люди, одна женщина, я помню, писала и говорила, что они переехали в Польшу, и она просто плакала каждый день. Ну, они приехали с мужем, с детьми, она плакала, и они уехали обратно, не помню куда, и там она себя чувствует комфортно, прекрасно, у нее рядом родители, семья, более дальние родственники, и все у нее хорошо. Самое главное, как можно себя обезопасить от такой ситуации, это тщательно продумать каждую деталь, взвесить решение о переезде, понять, как я уже сказала, с какими сложностями вы столкнетесь, и не переоценивать свои силы, выучить максимально язык. Это должно вам помочь. По крайней мере, мне помогло. Вообще, разные люди по-разному относятся к родине после того, как они оттуда уезжают. Мы же знаем, например, что в Нью-Йорке большинство русских иммигрантов селятся на Брайтон-Бич, они там разговаривают на русском языке, ходят в русские магазины, и кто-то, мне кажется, там живет 30-40 лет и не знает даже нормально английского языка. То есть некоторые иммигранты остаются в каком-то своем пузыре, в своем круге общения, соблюдают свои традиции и абсолютно никак не растворяются в стране, в которую они приехали, и не перенимают традиции оттуда. Есть категория мигрантов, которые максимально негативно относятся к своей родине, которые всячески критикуют все, что там происходит, и критикуют тех людей, которые не эмигрируют и остаются там жить. В каком-то смысле, возможно, меня можно причислить к таким иммигрантам, но мне кажется, я еще слишком мало живу за границей, чтобы делать такие выводы. Другая же часть иммигрантов не ненавидит родину, а наоборот очень по ней скучают. Есть люди, которые смотрят телевидение, там, российское или украинское, смотря откуда они уехали, читают газеты, да, вот смотрят новости, фильмы. Им все очень интересно, они в курсе всей там политической ситуации, которая происходит в их родной стране, и очень скучают. Напишите в комментариях, какой вид иммигранта вы. Скучаете вы по родине или наоборот не очень ее любите и критикуете? Довольны ли вы тем, что вы эмигрировали и как давно вы это сделали? Или же наоборот нет? Также не забудьте, конечно же, поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Это помогает YouTube продвигать это видео, и так его увидят больше людей. В общем и целом, да, как я говорила, что мне было тяжело, и мне, конечно же, тяжело по сей день, но в депрессию я не впала, и я довольна переездом, довольна тем, что я приняла такое решение. Я получаю, в принципе, то, к чему я была готова и чего я ожидала. У меня были четкие ожидания от страны, от Польши, и они все оправдались, я получила то, чего я хотела. Также еще очень важно, да, чтобы ожидания не были завышенными. Мои не были, я была в Польше уже до этого, и в каких-то моментах я даже
даже преуменьшала свои ожидания, чтобы потом слишком не разочаровываться после. Уж лучше обрадоваться лишний раз, чем чего-то ожидать и расстроиться, что ты этого не получил. Например, такой вот пример. Я не верила, что здесь такие дешевые продукты. Я думала, что мы будем очень много тратить на еду, и что не могут продукты в Польше стоить плюс-минус, как продукты в Украине. Но оказалось, что это так. Кстати, посмотрите мое видео про продукты. Там я делала обзор продуктовой корзины и сравнивала с украинскими ценами. Так, ну мы же находимся в Катовице. Мы тут уже примерно 5,5 часов гуляем. Мы погуляли по центру, побывали на площади рынок местный, пришли вот сейчас к этому конференц-залу, красивенному, черному, огромному зданию, которое вообще нам очень сильно понравилось. Там сверху такой красивый газон, и само оно угольного цвета, намекая на угольное прошлое города Катовиц. Рядом совсем концертный зал, который я уже показывала, красивый. Но скажу пару слов о городе и о своих впечатлениях. Итак, что мы знаем о Катовице, какие исходные данные? Катовице промышленный город, здесь живет 340 тысяч человек, это совсем немного, но в агломерации живет целых 3,5 миллиона людей, и вообще Катовице окружен другими городами, они все вместе так объединены, что переезжая из одного города в другой, вы даже не заметите, что вы находитесь в разных населенных пунктах. Так как это город промышленный, то, конечно же, развиваться и богатеть он начал в 19 веке во время промышленной революции. Здесь открывались шахты, добывался уголь, были еще разные производства, и это был рассвет этого города. Интересный факт. Катовице целых 3 года с 53 по 56 назывался Сталинградом, конечно же, в честь Сталина. Катовице, как я уже сказала, является столицей Шлёнского воеводства. Шлёнское воеводство настолько важное воеводство, то есть область по-нашему в Польше, что ВВП этой области составляет 12,5% всего польского ВВП. То есть, получается, ВВП этой области составляет 70 миллиардов долларов. Еще один забавный факт, что украинское ВВП составляет 150 миллиардов долларов, то есть, получается, одна эта область, одно это воеводство, его ВВП равняется половине ВВП всей Украины. А Украина с Польшей, конечно, они разные территориально, но в Украине и в Польше живет примерно одинаковое количество населения. В этом воеводстве живет 4,5 миллиона жителей, а в Украине примерно 35 миллионов. Как я уже говорила, Катовице — это город, который особенно расстраивался и развивался в 19 веке, ну и 20-м, конечно же, под влиянием Советского Союза. Поэтому здесь очень много красивых зданий 19 века и точно так же много различных зданий, которые очень напоминают все наши советские города. У меня сложилось впечатление, что в Катовице все прям вот так вот намешано, все постройки смешаны между собой, и в целом это какой-то город контрастов. С одной стороны, в центре очень красивые пешеходные улицы, на которых спокойно можно гулять, много заведений. С другой стороны, там огромное количество рекламы на всех этих старинных красивых зданий, из-за которых их часто невозможно рассмотреть и получить нормальное впечатление о городе. Весь центр — это вообще какая-то одна сплошная стройка. Строится все. Перекладывается какая-то плитка, ремонтируются какие-то дома, что-то сносится, строится новое. Это тоже все очень сильно портит впечатление от города. Конечно, клево, когда так много ремонтов и когда все ремонтируется и поддерживается в хорошем состоянии. Но, если честно, это прям на каждом углу. Мы такие ходили и не могли понять, да откуда может быть столько ремонтов. Еще заметили такой контраст, что есть очень красивые ухоженные здания, но прямо рядом с ними соседствует что-то в очень плохом состоянии. Есть даже полузаброшенное здание прямо в центре города. Ну, конечно же, это нам очень сильно бросается в глаза после Кракова, потому что в Кракове весь центр, ну, мне кажется, он вылизан до такой степени, там просто не к чему придраться. Там ни вывесок, ни каких-то некрасивых сооружений, но все-таки Краков — это туда съезжаются туристы со всего мира, поэтому это совсем другой уровень города. Еще мы заметили, что в городе много, по-польски это называется, патология. Под этим словом подразумеваются различные маргинальные элементы, типа бомжей, гопников, ну и другие разные не очень корректные, может быть, слова. Как только мы вышли из вокзала, первое, что вы встретили, Максим начал снимать здание вокзала, к нам подошла цыганка, она подходила к каким-то другим людям, подошла к нам и сказала, чтобы мы ее не снимали. Мы говорим, что мы тебя не снимаем, зачем ты нам нужна? Она говорит, я вижу, что ты меня снимаешь, не снимай меня. Потом мы пошли дальше, и нас преследовал запах пива, потому что в центре как-то больше, чем обычно, бомжей, которые пьют, выпивают, от которых пахнет, ну или просто людей, которые злоупотребляют алкоголем. Но в целом Катовице создал приятное впечатление. Тут отремонтированный центр, красивые площади, красивое все благоустройство, инфраструктура, новые трамваи, конечно же, там низкопольные. Можно взять на прокат велосипед или самокат. В центре очень много различных заведений, кафе, ресторанов, которые,
конечно же, сейчас большинство из них закрыты, но они есть, и я уверена, местные жители туда ходят. В целом, я думаю, это очень неплохой город для жизни. Особенно учитывая тот факт, что он же не туристический, как, например, Краков. То есть в Кракове понятно, почему там все так, как там есть. А это, провинциальный, не думаю, что корректное слово, но, в принципе, это промышленный город, хоть и центр области. Спасибо, что вы смотрели мое видео. Если тут у меня кто-то из Катовиц, обязательно пишите в комментариях. Я очень рада, что вы смотрите мое видео. Каждый просмотр, каждый лайк и каждый комментарий мотивирует меня делать еще больше, снимать еще больше и еще лучше. Пока и до встречи в новом месте.